Йотафон продолжает триумфальное шествие по зарубежным выставкам, а русские журналисты продолжают его мочить. Здесь, на Mobile World Congress, компания объявила о подписании контракта с Qualcomm. Что бы это значило и что нового появилось в Йотафоне, спрашиваем у генерального директора Влада Мартынова. Влад, расскажи, что значит соглашение с Qualcomm? Что это за контекст? Слушай, ну, во-первых, это очень круто, потому что мы первая российская компания, которая стала лицензиатом Qualcomm. Это нам дает несколько вещей. Во-первых, это дает доступ к исходным кодам низкоуровневого софта, что в свою очередь значительно поможет нам оптимизировать работу устройства под потребителя. Ну, это касается и энергопотребления, и скорости работы устройства, и многих других вещей. Собственно говоря, мы также получаем уникальный канал к инженерной команде Qualcomm с точки зрения любой технической поддержки. И это тоже значительно помогает нам с точки зрения оптимизации устройства, а также скорости его вывода на рынок, потому что если раньше мы не имели прямого доступа к технической поддержке, не имели доступа к исходным кодам, нам приходилось обращаться к партнерам, у которых лицензия, в основном азиатским. И это была целая цепочка очень сложная, которая нам стоила денег и стоила времени. Теперь мы убираем это промежуточное звено и напрямую работаем с Qualcomm. На самом деле, чтобы ты понимал, вообще в самой цепочке различных задач и функций по разработке устройства есть начинается от идеи, концепта, разработки архитектуры и кончается сборкой. Так вот, по сути, мы сделали некий шаг на уровень выше, как компания-разработчик гаджетов и устройств, заключив это лицензионное соглашение, и берем на себя целый кусок, которым раньше мы не занимались. По сути, мы выходим с точки зрения функционального распределения задач, которые у нас внутри делаются, на уровень таких компаний, как Nokia, RIM и других производителей смартфонов. То есть вы взяли большее количество звеньев цепи на себя? Да, больше задач, которые нужно решать при разработке устройства. Что происходит с самим гаджетом? Он изменился ли? Что в нем появилось новое? Я слышал, появились некие новые софтовые разработки. Да, за месяц, как мы презентовали в Лас-Вегасе, собственно, сам по себе внешний вид и аппаратная часть не поменялась, но мы добавили значительное количество различных приложений именно для второго дисплея, который использует электронные чернила. Ну, например, это такие, как эмоциональная коммуникация, когда ты посылаешь смс-сообщение, оно приходит не в виде текста, а в виде красивого изображения или картинки, которая ассоциируется с этим текстом. То есть мы сделали некое программное обеспечение, которое отслеживает типовые смс-сообщения, и когда мы его посылаем пользователю Йотафон, он будет получать не просто текст сообщения, а, например, какую-то картинку. Ну, давайте я покажу просто. Ну, то есть, например, ты пишешь своей девушке «я тебя люблю», да? Ну, пока это на английском «I love you». Да, и вместо просто сообщения она получает большое сердце, и, в принципе, это явно более эмоционально, чем просто текст. Например, она тебе в ответ может написать «kiss you», да? Собственно говоря, ты получишь в ответ не просто kiss you, а вот такое приятное изображение. И на самом деле мы вот тут немножко игрались, и это очень-очень как-то по-новому вообще работает при обмене текст-сообщениями. Что еще интересного, мы поработали немножко с компанией Bookmate и нашли, что вообще-то чтение электронных книжек на телефоне тоже привносит некие новые сценарии, более удобные для пользователя. Ну, например, если мы возьмем книжечку, то, собственно говоря, там в Amazon Kindle, в Nokia или в других ридерах, ну вот ты читаешь, и, в общем-то, если возникает какая-то там сложная формулировка или фраза, вот это footnote, которая отражает иностранного языка или просто какая-то, да, то есть обычно в конце книжки есть некий глоссарий, где идет разъяснение. И ты должен прервать свое чтение, пойти туда посмотреть значение этого слова, вернуться и продолжить чтение. Вот что придумали? Мы придумали, что тебе не нужно, это автоматически на эту конкретную страницу слова и значения, они вот на этом экране появляются. То есть как бы ты читаешь, тебе что-то непонятно, ты перевернул, секунду посмотрел, вернулся и, собственно, продолжаешь читать. Еще одна очень интересная вещь, которую мы придумали, которая тоже, кстати, вызывает огромное восхищение вот у большого количества посетителей выставки, это тебе понравилась цитата или мысль книжки. Шерить ее можно. Ты можешь сразу поделиться этой эмоцией, которая возникла у тебя при чтении этой страницы. На другом экране. На другом экране, запостив свой пост в Facebook, Twitter, куда угодно, моментально вернуться и читать дальше книжку.
То есть, как бы, в общем-то, достаточно сначала казавшийся тривиальный сценарий читалки оказался намного более интересным с нашим телефоном. Что еще? Очевидно, то, что второй дисплей потребляет значительно меньше энергии, то возникает много других интересных идей и сценариев. Например, обучение языка. Да, мы же знаем вот эти карточки бумажные, когда слова листаешь и учишь язык. Это прием. Да, прием. Но, собственно, мы его перенесли сюда. Причем он работает и как для детей, которые только расширяют свой словарный запас, так и для взрослых, которые учат язык. Ну, давайте посмотрим. Тут выбираешь некую тематику слов. Ну, сейчас у меня там не вся выбрана, да? Собственно говоря, переносишь на заднюю панель и начинаешь. Здесь сейчас английский, испанский. Например, хоккей. Да, если ты ребенок, то есть у тебя есть имидж, ты понимаешь, что такое слово. Но если ты по-испански пытаешься вспомнить, как это слово, ты его вспомнил, сам себе сказал и дальше листаешь. Собственно говоря, по-испански также хоккей. Если, сейчас мы посмотрим другое слово. Если это все правильно, то ты еще раз делаешь свайп, ну, такой вот вправо, и это слово больше повторяться не будет. Если же ты ошибся, делаешь влево, видишь, здесь написано incorrect, и она повторит тебе это слово, пока ты не будешь на него правильно отвечать. Ну, возьмем какой-нибудь другой, например, лыжи. Как у нас по-испански. Вот. Пожалуйста, по-испански лыжи уже по-другому пишется. И так далее. То есть вот еще такое одно интересное приложение появилось. Да, что еще? Мы интересные добавили wallpaper. То есть, как бы, значит, здесь можно как статистически, так и динамически. Например, понятно, что уже есть софт, который определяет твое местонахождение, погоду в данном месте, время суток. Собственно говоря, настроив на этот wallpaper на обратную панель, у тебя сзади будет абсолютно уникальный как бы экран или wallpaper, который будет меняться от погоды. Прилетел в Париж. У тебя появилась на задней панели Эйфелева башня, и сейчас перенесу ее, да. Да, давай перенесу. Да, и, например, снег. То есть как сменная панелька, но живая. Живая, да. То есть, по сути, мы же все хотим быть уникальными, и мы, по сути, все уникальные. Но вот отражать эту уникальность на телефоне сегодня сложно. С нашим, собственно говоря, устройством эту уникальность отражать достаточно легко и просто. Если тебе нравится какая-то другая тема, например, хочу динамически, чтобы отражалось статус батарейки. Собственно говоря, можно на заднюю панель разместить вот этого человечка, и он будет менять свои эмоции по мере того, как у вас либо садится, либо заряжается батарейка. Вот, особенно он будет очень счастлив, когда батарейка заряжена на, сейчас, на 110%. Сейчас я покажу его, например, вот это вот абсолютно счастливое лицо. Что еще интересного? В принципе, вы видели, я не помню, нет, мы в Лас-Вегасе не показывали, по-моему, ну или очень кратко показывали, так называемый countdown. Здесь есть как бы две темы. Первая тема – это Новый год, мы каждый раз говорим себе, все, с этого года я буду там ходить в тренажерный зал, пить больше воды, там, не знаю, займусь еще чем-то. И через 2-3 недели, собственно, дисциплинка выполнения этих там наших обязательств, она как бы слабая. Собственно говоря, доказано психологами, что если визуально постоянно напоминать себе об этом, повесить фотографию, там, не знаю, напоминающую тебе о чем-то, то, собственно говоря, больше шансов, что ты будешь выполнять и стараться выполнить вот эти свои New Year Resolutions или там какие-то обязательства перед собой. Вот. Мы сделали такую напоминалку, но очень важно, что она не просто напоминает, но она также тебя мотивирует. Если ты выполняешь это, да, если ты выполняешь это, то ты как бы гордишься собой и, собственно говоря, рассказываешь об этом своим друзьям с помощью второго экрана. Я вот молодец. Мне нравится, что это вот все выводится на задний экран, не ест батарейку при этом, да. И выглядит как сменная панелька, динамичная. Да. Это, конечно, прикольная фишка. Влад, последний вопрос, главный вопрос. Когда? Есть какие-нибудь данные? Сменили поставщика, что-то еще происходит в обратной части? Когда примерно ждать все-таки появления смартфона? Да, мы сделали первый прототип с одним поставщиком. Сейчас мы заключили сделку с очень серьезной компанией, у которой инженерная команда в Сингапуре и, в принципе, различные подразделения, которые занимаются сборкой и производством компонентов, разбросанные по разным странам Азии. Вот. Это компания, которая делает премиальные устройства и для BlackBerry, для Рима, и для Motorola, и для Apple ряд устройств делает. То есть достаточно известная компания HiP. Вот. Значит, текущий план, что к концу года мы будем готовы отгрузить в массовое производство и, собственно говоря, начать продажи в России. Там может быть некий люфт, 1-2 месяца. То есть это осень этого года.
Вот. Скорее всего, до Рождества хотите? Да, мы хотим до Рождества. У нас сейчас текущий план к октябрю, но, опять же, я, когда вот общаюсь с прессой, я всегда говорю осторожно, потому что мы делаем это устройство первый раз, и по ходу процесса возникают некоторые темы, которые мы не могли предусмотреть или не знали, которые вызывают либо некую задержку, либо дополнительные усилия, ресурсы. Для нас очень важно, что телефон, который мы предоставим конечному потребителю, будет иметь бескомпромиссное качество, будет высококачественное премиальное устройство. И если до этого потребуется, собственно говоря, задержать на 1-2 месяца выпуск, мы на это пойдем. Поэтому я очень аккуратно говорю, но в этом году он обязательно выйдет. Удачи, Влад, спасибо большое. Спасибо большое.